Приветствую! Хоть тема этого выпуска посвящена цыганам, не спешите убирать от экранов золотые изделия и другие предметы. Позолотите ручку и смотрите спокойно. А если серьезно, то несмотря на некоторые противоречивые чувства, с точки зрения популяционной генетики и истории, это очень интересная тема. Введение. Цыгане – это преимущественно кочующая индоарийская этническая группа, без собственной письменной истории, однако за 15 веков распространившаяся по обширным территориям. Наибольшее их количество сосредоточено в регионах Восточной и Центральной Европы, но они в большом количестве живут на Пиренейском полуострове, а также на Кавказе, Ближнем Востоке и в Америке. Точное количество цыган трудно оценить из-за отсутствия надежных методов переписи, поэтому в разных источниках данные варьируются от 4 до 15 миллионов человек. Сравнительная лингвистика помещает родину европейских цыган в Индии, особенно в северо-западном регионе, поскольку цыганский язык тесно связан с пенджабским и кашмирским. Однако социальная организация и культурная динамика в индийских популяциях такова, что люди, проживающие в тесно связанных языковых группах и даже в одном и том же регионе, имеют разные пропорции генетических компонентов, связанных с предками южных и северных индийцев, что не позволяет рассматривать их как генетически однородные группы и затрудняет поиск происхождения цыган, основанный исключительно на лингвистических данных. Индийская генетическая составляющая цыганской популяции была впервые предложена после выявления общих болезнетворных мутаций у индийских и пакистанских пациентов. Анализ однополых маркеров позволил установить индийское происхождение некоторых материнских и отцовских линий, обнаруженных у цыган. Это относится к линиям М5, М18, М25, М35 митохондриальной гаплогруппы М и к линиям М69 гаплогруппы Y хромосомы H. Кроме того, общегеномные исследования показывают, что европейские цыгане происходят от уменьшенного числа популяции основателей или протоцыган, прародиной которых был нынешний штат Пенджаб на северо-западе Индии. Согласно предыдущим историческим и антропологическим свидетельствам, предковые популяции цыган мигрировали из северо-западной Индии на Балканский полуостров, через Персию, Армению и Малоазиатское Нагорье, примерно в IX-X веке нашей эры. А в XI-XII веке некоторые цыгане расселились по Балканскому полуострову, образовав, соответственно, балканских цыган. Другие группы распространились по Дунайским княжествам, современная Румыния, Молдова и Венгрия, где их принудили к рабству. Так получились цыгане-влахи. А группы будущих карпатских цыган, или рамунгров, рассеялись по всей Австро-Венгерской империи. И, наконец, другие небольшие группы переселились в Северную, Центральную и Западную Европу. Прибытие цыган на Пиренейский полуостров в начале 15 века подтверждается рядом иберийских исторических записей, упоминающих о присутствии цыганских групп в Сарагосе и Барселоне в 1425 и 1447 годах соответственно. Выше описана довольно упрощенная модель, а в целом распространение цыган по Ближнему Востоку, Кавказу и Европе было очень сложным процессом, в ходе которого цыганские популяции получили существенные потоки генов из различных европейских, ближневосточных и кавказских нецыганских популяций. Помимо этого, обмен генами происходил и между генетически отличающимися популяциями цыган. Общегеномные данные показали, что у цыган до 80% западноевразийских предков, с учетом популяций Ближнего Востока и Кавказа, в то время как остальные 20% происходят из южноазиатских источников. Однако здесь стоит учитывать, что часть западноевразийского компонента, до 15%, уже присутствовала в Южной Азии, причем задолго до формирования протоцыганских популяций, еще около 4000 лет назад, в виде предков северных индийцев. Более подробно описана в ролике «Популяционная история Центральной и Южной Азии по данным древней ДНК». Также хочу обратить внимание зрителей на то, как генетически изменялись популяции цыган всего за 1500 лет, несмотря на практики заключения браков в пределах своей группы.
Ведь в итоге цыгане состоят из разнородной и субструктурированной мозаики популяций, которые демонстрируют культурно-исторические и лингвистические различия не только с соседними популяциями, но и между собой. Это может быть хорошим примером для некоторых людей, представляющих популяции с эндогамными социальными практиками, как что-то единое и неизменное в генетическом плане на протяжении тысяч лет. Это любителям великих предков на заметку. При этом эндогамия приводит к различному спектру наследственных заболеваний, что и отмечено у цыган по сравнению с другими популяциями, поскольку географически рассосредоточенное кочевое население было социально изолировано, а также часто подвергалось преследованиям, начиная со Средневековья и до наших дней. Исторические записи подтверждают преследование и социальную маргинализацию, которой подвергались популяции цыган с момента прибытия в Европу. Также предпринимались попытки их насильственной ассимиляции, например, в Габсбургской монархии и Норвегии XVIII-XX века, а также в СССР. Структура популяции цыган. Образцы цыган из разных исследований на графике анализа главных компонент расположились между европейцами и популяциями Южной Азии, в соответствии с их южноазиатским происхождением и последующим смешением с европейцами. Анализ примесей показал два основных компонента предков – западноевразийский и южноазиатский, что еще раз подтверждает южноазиатское происхождение цыган и недавнюю европейскую примесь. Сразу отмечу, что никакие гипотезы, связанные с египтянами, не подтвердились. А при сравнении цыганских групп между собой исследователи обнаружили четкое разделение между северными и западными группами, испанскими и прибалтийскими цыганами, а также между северо-западными цыганами и другими группами. Также не обошлось и без сюрпризов для добровольцев. У одного представителя влахов из Венгрии вообще не обнаружилось цыганской родословной, после чего этот образец ДНК был удален из последующих анализов. Кстати, вопрос к зрителям. Кем считать этого человека, если он сам себя считает цыганом? Напишите в комментариях. Формирование цыганских популяций и источники примеси. После того, как популяции протоцыган покинули территорию Индии, были зафиксированы события примеси с европейскими популяциями около 1270-1580 годов. Этот интервал дат вписывается в периоды, когда появляются первые исторические записи о цыганах в странах Европы. Более ранние даты примеси из Балканского полуострова и Центральной Европы. Они указывают на то, что расселение цыган по Европе происходило через Балканы. В результате примеси с популяциями по пути следования у цыган от южноазиатского источника осталось только около 35%. При этом по распределению аллелей этот источник схож с пенджабцами из северо-западной Индии. И не только, так как пенджабцы генетически неоднородны и не группируются вместе в связи со сложной и неоднородной структурой населения в Индии, с различными пропорциями предков южных и северных индийцев. Но большая часть южноазиатского происхождения цыган в основном принадлежит группе лиц из Пенджаба с меньшим западноевразийским компонентом. Но также отмечен вклад и от популяции, говорящих на дравидийских языках, как народ Ирула, к примеру, представители которого также демонстрируют низкие уровни западноевразийского происхождения. Стоит отметить, что большая схожесть цыган с современными популяциями Пакистана, чем с северо-западной Индией, обусловлена потоком европейских генов на эту территорию уже после того, как протоцыгане покинули Индию. Это также стоит учитывать. В целом эти данные позволяют предположить, что наиболее вероятным представителем южноазиатского происхождения протоцыган является наследственный источник, описанный как смесь современных южноазиатских групп с низким западноевразийским вкладом. Анализ идентичности по происхождению также указал на Пенджаб как предполагаемый регион происхождения предков цыган в пределах индийского субконтинента. При этом формирование цыганского населения происходило как единое событие. А среди популяций, которые внесли наибольший свой вклад в генофонд цыган по ходу их движения в сторону Европы, были армяне, а затем турки.
При этом после прибытия цыган в Европу дальнейших примесей с представителями Ближнего Востока и Кавказа не наблюдалось. Что касается европейского вклада, то нет никаких свидетельств того, что какие-то отдельные популяции являются источником потока генов в конкретную группу цыган. Хотя юго-западные и юго-восточные европейцы, по-видимому, вносят больший вклад. В цыганских группах Балкан и Центральной Европы европейская примесь составляет около 60% и увеличивается до 80% по мере удаления от Балканского полуострова. Северные и западные цыгане включают наибольшее количество европейского происхождения. У цыган, мигрировавших в Северную и Юго-Западную Европу, балканский компонент оставил отличительный след, хотя он был сильно переконфигурирован примесью в Балтийском регионе и на Пиренейском полуострове. Демографическая модель предполагает несколько событий генетических расколов в цыганских популяциях. После отделения их от индийских популяций около 1600-2000 лет назад, первый раскол произошел уже на Балканском полуострове, между предками балканских цыган и влахов и группами мигрантов за пределами Балкан, общими предками карпатских и северо-западных цыган. Два более поздних раскола произошли между карпатскими и северо-западными цыганами, а также между балканскими цыганами и влахами. Изменение эффективного размера популяции цыган на протяжении поколений. Анализируя все группы цыган вместе, исследователи обнаружили, что эффективный размер предковой популяции цыган перекрывался с таковым у северных индийцев примерно до 125 поколений назад, в соответствии с происхождением цыган в этом регионе. Однако в последующие годы эффективный размер популяции предков цыган постоянно сокращался и начал отличаться от эффективного размера популяции Северной Индии. При этом группы северных и южных индийцев не продемонстрировали столь резкого сокращения численности населения. Расчет показал, что минимальный эффективный размер популяции цыган между 1159 и 1333 годом нашей эры составлял 871-1160 человек, после чего эффективный размер немного увеличился и снова уменьшился в последних поколениях до наших дней. Но между 570 и 1005 годом нашей эры, когда группы цыган покидали Индию, их эффективный размер популяции составлял от 1380 до 6120 человек. Оценки эндогамии. Цыгане демонстрируют более высокие показатели эндогамии, чем европейцы или северные индийцы, даже невзирая на то, что они сильно смешаны с европейцами. Степень генетической однородности в геномах цыган сопоставима с популяциями Южной Индии, которые, как известно, следуют культурным традициям по заключению браков между близкими родственниками. Вероятно, что и у цыган браки заключались преимущественно в пределах определенной социальной группы. Также у цыган отчетливо прослеживается эффект основателя, или снижение и смещение генетического разнообразия, а также отмечены последующие так называемые узкие места в виде сокращения генофонда, которые цыгане переживали в своей демографической истории. Единственными двумя группами, которые демонстрируют более высокие показатели эндогамии и инбридинга, чем у цыган, были южноиндийские популяции Ирула и Виллалар, говорящие на дравидийских языках. А между группами европейских цыган балканские цыгане показали наименьшую степень гомозиготности. Это может быть объяснено большей численностью цыган в местах, через которые они попали в Европу. А последующие мигранты испытывали снижение численности популяции после отделения от балканских цыган. А теперь перейдем к последствиям эндогамии. Наследственные заболевания у цыган. Высокий уровень эндогамии, присутствующий в геноме цыган, возможно, увеличил вероятность переноса вредных мутаций и аллелей. Проще говоря, увеличились риски наследственных заболеваний. Из 48 известных вариантов мутаций, связанных с такими заболеваниями, 11 было обнаружено только у 40 добровольцев из последней работы. При этом 9 вариантов имели европейское происхождение, указывая на основную европейскую составляющую.
а 2 на южноазиатскую. Среди южноазиатских один вариант АРЭС-12-19-18-355 связан с первичной врожденной глаукомой, а второй вариант АРЭС-10-48-94-396 ассоциирован с множеством заболеваний, связанных с потерей слуха и глухотой. Хочу обратить внимание на этот раздел комментаторов, которые всеми средствами защищают эндогамию в своем обществе, под предлогом «зато мы знаем своих предков». Посмотрите, какой ценой может обойтись иллюзия таких знаний. Ведь, как показывает практика, даже при высоком уровне эндогамии от генетического состава образующей популяции может остаться только 20%. И вряд ли представители этих популяций знают, кем были эти 80%. Но также нужно понимать, что у разных популяций и условия развития отличаются. Предпочтение в смешении. Как уже упоминалось, у европейских цыган обнаружено 2 источника предков. Западноевразийский, включающий европейские, ближневосточные и кавказские популяции, а также южноазиатский, близкий к пенджабцам. При сравнении пропорций предков в их хромосомах и аутосомах можно определить, какого пола представители вносили больше своего вклада в цыган. По результатам выяснилось, что мужчинам Ближнего Востока и Кавказа, не цыганского происхождения, очень приглянулись цыганки. Да и в целом больший вклад нецыганского происхождения у цыган принадлежит мужчинам. Хотя в меньшей степени к цыганам присоединялись и женщины из мест, где они проходили. А среди европейских популяций наиболее полюбивших цыганок оказались мужчины Пиренейского полуострова, Прибалтики и Восточной Европы. Заключение. Демографическая история цыган характеризуется серией узких мест, до 44% от первоначальной численности популяции, и примесей до 80%, которые начали происходить, когда протоцыгане покинули Индию и продолжались после их прибытия на Балканы, а позже и в результате расселения по Европе. Примечательно, что сильная примесь у цыган не стерла признаков того, что цыгане испытывали сильное сокращение генофонда в начале расселения. Однако эта западноевразийская примесь частично компенсировала предыдущую утрату генетического разнообразия цыган. Изучение генетического профиля цыган в мировом контексте ставит их между южными азиатами и европейцами, причем ближе к европейцам, что подтверждается и предыдущими данными о примесях. А предки цыган происходят из региона Пенджаб в северо-западной части индийского субконтинента, несмотря на обнаруженную неоднородность населения в этом регионе, что согласуется и с лингвистическими данными. По разным оценкам, протоцыгане отделились от населения, говорящего на пенджабе, от 2 до 1500 лет назад и позже покинули Индию, через несколько поколений, когда генетически уже стали отличаться от пенджабцев. Интересно, что несмотря на то, что цыгане считаются изолированной популяцией, с частыми случаями сокращения генофонда, расщеплениями и эндогамией, они все же являются сильно смешанной популяцией со второй родиной на Балканском полуострове, если говорить упрощенно. А всем удачи и до новых выпусков!